Всем доброго времени суток. Все мы знаем цены, какие на заслонки. Напоминаю, две заслонки металлического типа климата. И третья большая будет стоить $200. Ну, просто для меня это космические цены. Не в плане цены, а в плане за заслонки. Ну, ребята, бэушный стартер стоит $70. А вот эти две и еще одна третья побольше будет стоить $200. Ну, короче, я решил сделать все это дело сам. Ну, вырезал такие с алюминия две заслонки, можно сказать. Потом купил обычные завесы дверные. Их разобрал, вытащил с них наконечники эти. Это, по идее, я скину и соединю их между собой. Ну, в процессе буду показывать, что я делаю. Эти края будут срезаться. Здесь будет подгоняться тоже, чтобы оно было по длине. Купил заклепочник такой 120 гривен, 20 гривен наборчик. И купил сверлышко. Все это 4,0 размер. Ну и сейчас буду все это дело делать дальше, показывать, что я делал, что я придумал, как это все будет выглядеть. Выставляю в угол. Сверху тоже, для того, чтобы не было перекоса. Ну, намечаю здесь маркером по металлу. Делаю дырочки, делаю заклепки. Обычно делаем две наметочки, потому что третья всегда не совпадает. Так, вот такое чудо выходит. Получается, одну я ложу с этой стороны, а другую ложу с другой стороны. Вот как она выглядит. Здесь не важно, красиво, некрасиво. Здесь важный что? Функционал. Да, потом это все можно будет залепить губкой. И будет у нас заслоночка. Так, пока все. Одну сторону просто обточил, снимая вот эту шляпку, для того, чтобы она зашла и в эту сторону, и в другую сторону. Сейчас потихонечку обтачиваю эту сторону. Это получается с утолщением та что. Для того, чтобы в одну сторону она зашла просто нереально туго, возможно, даже я ее заколочу. Ну, а другая сторона будет крутиться. Потому что если они будут легко заходить, она будет в две стороны, то есть такой вариант, что она где-то в какой-то момент может выпасть. Ну и для этого распределю ее так, чтобы она хорошо здесь зафиксировалась. Вот что у меня получилось. Одну заколотил туда молоточком. Предварительно все-таки пришлось чуть-чуть еще зачистить ее вот так вот об болгарку. Заклепал туда молотком. В ту сторону она забилась и не шевелится. В эту же сторону она заходит хорошо. Туда будет набита еще смазка. Ну и будет вот так она ходить. Это все дело. Между ними еще поставлю какой-то, не знаю, еще что-то, короче, поставлю, для того, чтобы оно не шло на сближение. Тем самым, чтобы сохраняло нужное мне расстояние. Ну, предварительно выглядит это вот так. Будет ходить, будет еще
Если что, зачищу это дело все над филечком, чтобы оно ходило максимально внутри хорошо. Жаль, что нету круглого у меня. Было бы идеально внутри круглым чуть-чуть пройтись. Но ничего. Двигаюсь дальше. Подшипничек маленький у меня был с велосипеда спортивного. И вот как раз ободочек сюда идеально подошел. Ну, тем самым будет всегда сохранять дистанцию нужную мне. Ну вот видно, он уже ходить начинает легче. Если еще смажу, еще будет легче ходить. Ну и тем самым управлять будет одной заслонкой, другой будет управлять другой заслонкой. Так, буду теперь думать, что можно сделать вместо вот этого дела. Напоминаю, ребят, это я сделал уже сам. Если у вас сломается, вот тут есть такой ограничитель, то я уже сам придумывал, как это все сделать, чтобы оно ходило в нужном диапазоне, то моторчик ваш после вот этой чепухи маленькой ломает заслонки оригинальные. И если у вас вот эта фигня сломается, и вы купили комплект, и у вас этот комплект идет одна пластмассовая, одна металлическая, у вас произойдет та же беда. Он его опять же таки сломает. После того, как вот это сломает, он сломает ту же заслонку. Идея будет такова. Я хочу, чтобы вот эта вот ерунда, она не имела такую силу, чтобы она ломала его. Для этого я хочу, чтобы сюда вставка шла металлическая. И сюда она соединялась тоже с металлом. И тем самым я не буду делать вот эти ограничители. Ограничителем будет сама заслонка. Она дошла, уперлась. И это и будет конечная точка. А не так, что вот этот ограничитель нам дает, сколько хода должно быть. Ну, теперь для меня кажется самое сложное придумать вот такую вот ерунду, чтобы сохранилась нужная толщина здесь, чтобы люфта не было как такового, чтобы оно входило сюда, и эта часть, чтобы вставлялась в мотор. Двигаюсь дальше. Дальше взял ежик на шуруповерт и очистил со всех сторон эти поверхности. Нахожу вот такой болт, который имеет грани, и с двух сторон срезаю, чтобы он зашел в моторчик. Еще полчаса времени, и вот что у меня получилось. Грани вот какие. Я думаю, предостаточно. Двигаюсь дальше. Так, на сегодня это дело уже заканчиваю. В общем, вот что у меня получилось. Получилось найти такую силиконовую, не знаю, к чему она применялась, где оно было, но оно выполнит фунт вот этого паза, в который он входит. Это у нас оденется на саму непосредственно стенку. В принципе, я вам скажу честно, от этого всего можно и не делать, так как, повторяюсь, между двумя моторчиками ему никуда не деться. Не будет там такого там перегиба, изгиба, так как оно здесь сидит плотно, и здесь сидит плотно, и здесь сидит плотно. Это означает только то, что в принципе вот этой фигней можно не заниматься вообще. Ну, я буду пробовать все, как сделать более-менее это все культурно. Возможно, где-то уменьшить шум. Здесь будет потом смазываться. Здесь наоборот, перед тем как вставлять я туда
наверное, герметика напрессую, чтобы минимально все, как-то говорится, люфта не было и тому подобное. Ну, предварительно вот так это все дело выглядит. Будет оно работать, я думаю, так как надо. Ну, а там посмотрим. На сегодня все. Дальше будет. Итак, другой день. Сломал я эту беду. В принципе, вместо нее уже сделан вот такой болт, который будет вот сюда вставляться и будет регулировочным. Где выточено, это вставляться будет вот сюда, и дальше оно не пойдет. Тем самым выполнять будет вот этот ограничитель. Вот это будет ограничитель. Дальше. Здесь у нас, чтобы оно не шло на сближение. Эта сторона была простукана с двух сторон. Выглядит, возможно, это не очень сильно красиво, но его никто видеть не будет. И основная функция повторить вот эту форму. Так как со всех сторон она круглая, и только вот в этом месте она имеет такие пазы. Было придумано так, чтобы оно сюда заходило и повторяло непосредственно форму. То есть, ну, и показать неудобно. Вот будет входить сюда, и чем дальше оно заходит туда, тем лучше оно зажимается с двух сторон. Так как ту сторону я разбирать не буду, если бы я разбирал, то это делаю еще один такой болт, и навеки вечные туда его сажу. В идеале еще можно было бы здесь наварить, зачистить, чтобы форма квадрата была как можно больше. Это было бы в идеале. И потом зачистить, сравнять, чтобы участок рабочий был намного больше. Это было бы идеально. На сближение оно тоже не пойдет, так как его ничего не будет пускать. Все подгоняю по размеру. Повторяю форму вот этой части, копирую, ее сюда подогнал. Теперь все остальное просто, когда сложится, оно будет цельным и будет крутиться всегда в одном диапазоне. Так, ну, не так оно, а вот так вот это должно быть. Ну и будет. Сюда можно ничего и не накладывать, для того, чтобы меньше собиралось там пыли. Оно и так хорошо крутится, так что это разве что для того, чтобы было бесшумно. Вот и все. Ну, в принципе, все. Так как у меня вырезана здесь, получается, в машине эта сторона, то к этой стороне, так как я не могу добраться, я и повторяю вот эту форму, чтобы первую заслонку одеть на вот этот штырь с той стороны, куда нельзя мне добраться. Одеваю эту заслоночку, одеваю вот это все дело, одеваю с этой стороны, потом одеваю, еще хочу поставить сюда резиновую такую штуку, чтобы оно меньше тут создавало звуков, не больше. Оно в принципе будет все, повторяюсь, плотно очень. Ну, эта сторона будет вот так вот стоять. С той стороны точно так же, только моторчик там, если я не ошибаюсь, вот так вот стоит. Ну и с двух сторон моторчики будут управлять каждой своей заслонкой. В принципе, все. Для этого уже можно идти пробовать ставить. Пока не буду ничего сюда наносить. У меня есть еще идея. Сюда можно нанести так званую сырую резину. Или я не помню, как она называется. Спрейчиком берешь сюда. Она застывает, и форма будет резиной.
Тем самым она не будет и пыль собирать, в отличие, если сюда придумать, например, такие губки, со временем они будут собирать пыль, и ничего хорошего они не дадут, в принципе. Решил все-таки это дело покрасить, так как у всех, наверное, бывает, то, что поставил попробовать, остается потом надолго. Для исключения такой фигни решил все-таки вскрыть все это дело акриловым грунтом. Вот. Ну и после этого буду идти все это дело ставить в машину. На следующий год запланировал покупку сварки. Конечно, такие места были бы намного интереснее, чтобы это все дело не стукать, а там чуть-чуть наварить, тем самым придать форму. Это выглядело бы намного лучше. Самое слабое в этом месте остается теперь эта сторона. Но хочу вам сказать один секрет. Если вдруг такая беда произойдет, что здесь моторчик накроется, то я готов просто-напросто вот здесь провертеть насквозь, закрутить какой-то саморез, шуруп, не знаю, закрутить что-то в этом роде, сделать, возможно, заклепку, и тем самым у нас эти две лопасти будут, две заслонки будут крутиться от одного моторчика, с вот этой стороны. Он будет всегда в доступности его заменить, если вдруг сломается, ну и тому подобное. В принципе, на несколько градусов будет разница, если там пассажир просит, сколько температуру и сколько, а геморроя намного больше от этого климата будет. Ну, вот такой взгляд у меня на это все дело. Почему я не разбираю всю торпеду? Потому что при разборе торпеды будет намного больше геморроя, возможных проблем, сломанных крепежей и тому подобное. После этого будут скрипы, и в этом все вроде может присутствовать. Здесь же вырезали окошко, можно сказать, для ревизии, и всегда есть доступность там что-то сделать. Вот как сейчас занялся этим делом я. Ну, точно, теперь буду идти в машину. Так, что у меня происходит в этом месте? Вот, солнце. Смотрите, скидываем. Не надо ничего разбирать. Вот здесь панель, вообще она не имеет сюда никакого отношения. Приподнимаем эту часть, скидываем ее, чуть опускаем. Она соскальзывает отсюда и снимается легко этот бардачок. Ничего откручивать не надо. Ни вот здесь откручивать не надо, ни вот тут ничего. Так, что касается этого места, смотрим. Так, что мы видим? Я повырезал оба окошка. Когда это все дело будет сделано, я показываю, здесь это все ставится назад на саморез. Можно проклеивать вот здесь герметиком. Он, видите, вращается, сейчас видно. Вращается, потому что ключ я вставил. Так, и у нас есть доступность, мы здесь видим тоже эту заслонку. Если вдруг ломается, ее тоже видно сразу за бардачком. Ничего разбирать не надо, чтобы увидеть вот эту заслонку. Так, ну, приступаю к установке моих заслоночек. Для того, чтобы произвести калибровку, поворачиваем ключ зажигания. После этого поворачиваем климат. 1 и 2 в режим авто. Выключаем зажигание. Переходим в капот. Выдергиваем вот этот предохранитель на 50. И засекаем 5 минут времени. После этого ставим его назад. Переходим в салон. И опять поворачиваем ключ зажигания. И в течение 1 минуты происходит калибровка заслонок.
климата. Заслонки я заменил, установил их наконец-то. Вы знаете, я посмотрел, как это все дело происходит. Ничего я туда ставить не буду, то, что я и говорил вам. Никаких мекушек, потому что там звуков вообще никаких нету. Тупо тишина. Все звуки идут от вот этой заслонки. Так что можно ставить назад стенку. Здесь можно разрезать или тоненькую резиновую трубку одеть вот сюда одним краем и тем самым плотненько прижать, или нанести герметик. Ну, это уже на ваше усмотрение. Для этого мне придется опять снять моторчик, отключить, поставить назад, закрутить саморезом, и на этом у меня заслонки установлены новые. Ну и между ними перегородка. Видно, тоже она вырезана. Там кусочек на самом деле очень маленький. Если так задуматься, по большому счету, то роль этой заслонки и перегородки между ними такая себе, потому что она не полностью к радиатору подходит, а там вот такой вот зазор. То есть, в принципе, воздух туда идет. Это для лучшего, так сказать, направления потока. Но на самом деле достаточно и вот этого всего дела, потому что основную роль на себя берут вот эти заслонки. Это ваш двухзонный климат. А вот это вот внутреннее пространство, которое здесь происходит, это уже отрегулированное вот этой заслонкой. Дальше же, для того чтобы вы поняли весь процесс, внизу у нас стоят радиаторы. И сбоку радиатор. Через этот радиатор у нас идет холодный поток. Если заслонки поднялись вот так вверх, у нас открывается радиатор, тот, что внизу. А это уже будет радиатор печки. И вот для того, чтобы вам пошло тепло, эти заслонки должны быть подняты вверх. Если же нам нужен холод, мы регулируем холод, заслонки эти две опускаются, и идет поток сюда уже холодного воздуха. Ну вот так вот это все дело происходит. Заслонки установлены. На этом, ребята, все. Оставлю пока как есть. Буду тестировать, смотреть на результат. Дальше будет у нас много чего. Это будет и замена масла, это будет и замена сальника коленвала. Еще будет ряд чего. Пока не выкладываю, жду, пока придут запчасти, пока придет масло, то, что я заказал. Ну, в общем, вот такая вот история. На этом все, ребята. Всем удачи. Пока.